Эволюция живой природы никогда не стоит на месте. Одни виды постоянно сменяются другими, более развитыми и приспособленными к регулярно изменяющимся условиям существования. Такие замены никогда не происходят одномоментно. Иногда для этого требуются тысячи или даже миллионы лет. Но некоторые факторы могут способствовать ускорению вымирания. Несколько десятков тысяч лет назад по планете начали расселяться люди. И деятельность человечества стала причиной исчезновения многих животных. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о некоторых из них и постараемся понять, выжили бы они, если бы в их судьбу не вмешался человек. Подписавшись на наш канал, вы сможете раньше других пользователей узнавать о публикации новых выпусков. А оставляя под ними свои комментарии и ставя лайки, вы поможете в продвижении и развитии канала «Эпоха динозавров», а также дадите возможность другим любителям науки узнать много нового об эволюции разных видов живых существ из всех периодов существования нашей планеты. Среди некоторых людей бытует мнение, что древние люди жили в полном единении с природой. Будто бы наши далекие предки не наносили никакого вреда экологии, а разрушительное воздействие человека на окружающую среду началось с резким развитием технологий. На самом деле, люди во все времена отличались жадностью, неуемным аппетитом и презрением к живой природе. Свидетельством этого служат следы масштабных загонных охот, которые устраивались в каменном веке. Люди строили многокилометровые каменные стены, чтобы создать коридоры, по которым несметные стада копытных неслись к отвесным обрывам или попадали в непроходимое болото. При этом, не имея средств для консервации или длительного сохранения мяса, люди каменного века физически не могли переработать такое количество добычи. Туши животных оставались гнить на дне горных ущелий или болотных трясин, а к ним регулярно продолжали добавляться жертвы новых и новых облав. Есть мнение, что во многом именно люди поспособствовали вымиранию так называемой мамонтовой фауны. Хотя наиболее вероятно, что крупные животные, вроде мамонтов и шерстистых носорогов, исчезли под влиянием климатических изменений. Но при осмотре раскопанных стоянок первобытных людей могут появиться большие сомнения в правдивости этой теории. Ученые обнаружили множество временных и постоянных поселений первобытных охотников и собирателей. Они буквально усеяны костями крупных копытных. Также в таких местах найдены остатки жилищ из бивней мамонта, а некоторые просто вымощены ими. В одном из наших выпусков, посвященном эволюции лошадей, мы рассказывали о незавидной судьбе популяции этих животных, обитавших в Северной Америке. Лошади в своем современном виде появились именно на этом континенте. И для них оказалось большой удачей, что часть популяции переселилась в Азию по сухопутному мосту через будущий Берингов пролив. Жители Северной Америки, впоследствии ставшие индейцами,
которых многие представляют себе только верхом на коне, попросту убили и съели всех лошадей, живших на просторах прерий. Снова эти животные смогли заселить свою историческую родину только с первыми европейскими колонистами. Кстати, именно эти колонисты практически полностью истребили другой символ североамериканских степей – бизонов. Сделано это было совсем не с целью добычи пропитания. Таким образом, цивилизованные белые люди лишили основного источника пищи и обрекли их на мучительную смерть. Но в сегодняшнем выпуске мы расскажем о еще нескольких животных, которые вымерли совсем недавно, во времена, когда люди построили цивилизацию и полностью покорили природу. Странствующий голубь. Еще в XVI-XVIII веках этот вид считался самой многочисленной птицей в мире. По разным оценкам, одновременно на Земле проживало от 3 до 5 миллиардов особей. И все они обитали в Северной Америке. Гнездились странствующие голуби в лиственных лесах в районе Великих озер, и пути их сезонных миграций пролегали через многие штаты в восточной части континента. Это были достаточно крупные птицы длиной до 40 сантиметров, окрашенные в светло-серый цвет сверху и в более светлые тона в нижней части тела. Самки имели более скромные размеры. Коренные жители Северной Америки, естественно, употребляли их мясо в пищу. А с приходом белых колонистов началось тотальное истребление голубей, продолжавшееся до XIX века. На них охотились с целью получения дешевого мяса. Также люди активно вырубали леса, в которых странствующий голубь высиживал птенцов и добывал пропитание. Считается, что последний дикий голубь был убит в 1901 году, а в 1914 в зоопарке города Цинциннати умер последний представитель вида – самка по имени Марта. Стеллерова корова. Речь идет о морском животном из отряда сирен, открытом во время экспедиции Витуса Беринга в 1741 году. Свое название морская корова получила в честь описавшего ее натуралиста Георга Стеллера, служившего в этой экспедиции в качестве судового врача. В каком-то смысле можно сказать, что здесь человечество поставило своеобразный рекорд по уничтожению. Уже через 27 лет, в 1768 году, эти животные были полностью истреблены в результате промышленной охоты. Обитали эти животные на момент их открытия в районе Командорских островов. Это были одни из самых крупных млекопитающих в истории планеты. По размерам они уступали, наверное, только китообразным. Длина тела стеллеровой коровы достигала 7-8 метров, а масса превышала 5 тонн. Считается, что произошли они от еще более крупной морской коровы Куэста, проживавшей в морях вдоль берегов нынешних США, Мексики и Японии от 2 до 5 миллионов лет назад. Возможно, корова Стеллера тоже раньше была более распространена в этом регионе, и на нее охотились коренные жители этих мест. А после знакомства с ней европейцев, распробовавших вкусное мясо этого медлительного и безобидного животного, она была обречена на быстрое истребление.
Сейчас от нее сохранились только реконструкции в музеях, да несколько набросков, сделанных Стеллером. Маврикийский дронт или птица-додо. Эта редкая, нелетающая птица стала символом уничтожения живой природы человеком. Впервые европейцы узнали о ней из сообщений португальских и голландских путешественников в самом начале XVII века. А меньше чем через 100 лет они полностью исчезли. Это были крупные птицы, в живой природе достигавшие массы более 17 килограммов, а в неволе их откармливали и до 23 килограммов. Обитали они на ограниченных территориях 2 островов Маскаренского архипелага – Маврикий и Родригес. Вероятно, к моменту обнаружения дронты уже частично вымерли в других частях региона. Питались эти птицы плодами, жили парами в местных лесах и откладывали в гнездах на земле не более 1 яйца за раз. Учитывая, что они развивались в среде, где не было никаких естественных врагов, додо совсем не боялись людей. При этом их крылья практически полностью атрофировались. Они не умели ни летать, ни плавать, ни быстро бегать. Убить их можно было, просто подойдя близко и ударив палкой. Матросы активно добывали их для пополнения корабельных запасов. Также на них охотились беглые рабы и местные жители. Есть мнение, что эти немногочисленные группы людей не могли полностью уничтожить дронтов. Скорее всего, причиной их вымирания стали виды, привезенные людьми с собой. Крысы, свиньи, кошки и собаки, а также макаки-крабоеды с удовольствием поедали яйца беззащитных птиц, а козы и коровы активно уничтожали их среду обитания и кормовую базу. Тасманийский тигр, он же тасманийский волк. Более правильное название этих животных – тилоцин или сумчатый волк. Это было редкое существо, хищное сумчатое животное. Это было животное размером с собаку. Его отличали темные волосы на теле, как у тигра, и форма черепа, свойственная псовым. Хвост сумчатого волка скорее напоминал хвост кенгуру. Существенным отличием от других сумчатых было наличие сумки у особей обоего пола. Она защищала наружные половые органы животного. Вторым животным с такой же особенностью является водяной опоссум, обитающий в Центральной и Южной Америке. До появления человека сумчатый волк был доминирующим хищником на территории Австралии, Тасмании и островов Новой Гвинеи. Считается, что в Австралии и Новой Гвинее он не выдержал конкуренции с дикой собакой динго, потомком собак, привезенных первыми жителями региона примерно 3200 лет назад. На острове Тасмания тилоцины сохранились до 1930-х годов. Там они были истреблены европейскими охотниками. Также на их исчезновение повлияла конкуренция с завезенными колонистами животными, вроде собак и лисиц, и переносимые этими животными болезни. Западный черный носорог. Эта разновидность африканских носорогов исчезла на глазах нынешнего поколения жителей Земли. Его официально признали вымершим в 2013 году.
Свое название черный носорог получил в противоположность другому, обитавшему в Африке носорогу. Примечательно, что белый носорог, судя по всему, был назван так ошибочно. Его местное название было созвучно с английским словом «white», хотя на бурском оно означало не белый, а широкий. На самом деле цвет кожи и черного, и белого носорогов больше зависит от местности, в которой они обитают. Эти животные постоянно валяются в грязи для защиты кожи от насекомых и солнца. Поэтому их окраска вызвана цветом местного грунта. Эти крупные и мощные животные массой более 2 тонн и длиной тела до 315 сантиметров. На его морде имеется 2 рога, но у некоторых подвидов встречается 3 и даже 5 рогов. В отличие от трапециевидного рога белых носорогов, у черных они имеют круглое сечение. Также их отличает свисающая в виде хоботка верхняя губа. В среднем длина самого крупного рога составляет 40-60 сантиметров, но в одном из национальных парков проживала самка с рогом длиной 138 сантиметров. Именно из-за рогов люди в основном и охотятся на носорогов. Еще 200 лет назад черные носороги были распространены по всему африканскому континенту. Даже в 1967 году в основном на юге Африки проживало от 11 до 13,5 тысяч этих животных. Сейчас под охраной людей в национальных парках насчитывается не более 3,5 тысяч черных носорогов. Но представителей западного подвида среди них уже нет. Несмотря на все попытки определенной части человечества сохранить животных от вымирания, каждый день с лица Земли исчезает все больше и больше видов. Вымирания случались в истории нашей планеты и раньше. Нередко эволюции приходилось начинать свой путь практически с самого начала. И только время покажет, сможет ли человечество пережить вымирание, в котором он принимает самое деятельное участие. Может быть, через какое-то время нас постигнет та же участь, что и динозавров, мамонтов и огромное множество видов живых организмов. А наша родная планета долгое время существовала без людей и сможет продолжить свое существование без нас и в дальнейшем. Создатели канала «Эпоха динозавров» благодарят зрителей, которые досмотрели этот ролик до самого конца. В наших предыдущих выпусках вы найдете информацию о других вымерших, а также современных животных, их происхождении и эволюции до наших дней. Также в них рассказывается о зарождении и развитии человечества, его взаимоотношениях с природой и прогнозах ученых на будущее нашей планеты.